Hi everyone, с вами Ева Лорман, и что я сегодня показываю? Угадайте, какая самая популярная стрижка в салоне красоты. Думаем, угадали. Каскад. Но какой каскад? Каскады ведь бывают разные. Это стрижка итальянка. И в этом видео я показываю вам стрижку итальянку со схемами. Если приходит клиент и говорит: мне, пожалуйста, каскад, я думаю, что 90% мастеров пытаются подстричь именно эту стрижку. Не все, конечно, понимают, как ее надо стричь, но попытки делают многие. И я решила показать вам именно эту стрижку. Let's go, друзья! Почему-то мастера, которые берут деньги, они считают, что они сами вправе распоряжаться длиной и все. Слышите? Неважно, какой-то там звездный товарищ, ты должен в первую очередь спрашивать, что хочет человек. Каждый на своей волне делает, что хочет. Теперь давайте пообщаемся, что все-таки мы можем сделать. Ну, давайте посмотрим, что у нас у клиента в принципе есть. Что мы делаем? Затылочную зону отчесываем и видим. Ужасная ошибка. Просто катастрофическая, просто, вы видите? Я вычесала 2 рядом пряди, и мы видим, насколько у них большой перепад. Если вот так показать, и мы видим этот сумасшедший перепад. У нас одна сторона гораздо длиннее, чем другая сторона. Что дальше? Прядь неожиданно резко начинает удлиняться в левую сторону. То есть, взяв вот эти 2 части волос, мы видим, какая разница в длине. Вот что бы я сделала как мастер, я бы предложила, да, мы можем вам эту форму просто доработать, ее сделать правильно. Хорошо. Вьющиеся волосы лучше не мочить, вы должны будете видеть, как же они все-таки легли. Я сейчас беру волосы на затылочной зоне, именно на макушке. Видите, какой огромный треугольник? Да, ребят, такое тоже бывает, клиент из салона, и я решила показать, какие бывают косяки у других мастеров. Но, как было слышно в начале, клиент наш сказал: я хочу длину волос оставить. На макушке ее длина устраивала, поэтому самая короткая прядь на макушке для нас будет контрольной. Мы все волосы подстрижем на уровне этой контрольной пряди. Я подстригла все волосы на уровне контрольной самой короткой пряди в зоне D. Зона D – это теменная зона. И дальше стригу все волосы на уровне контрольной пряди в зоне D. Эта стрижка называется итальянка. Она самая простая стрижка из всех каскадов. Я все волосы подчешу к этой контрольной линии. Те, которые достают. Те, которые не достают, нет смысла направлять в зону D на уровень контрольной линии. Они же не достают, соответственно, мы их и не трогаем. Я стригу только те пряди на уровне контрольной, которые достают до контрольной линии в зоне D. В классической версии стрижки итальянка все волосы стригутся на уровне контрольной линии в зоне D. В нашем случае длина волос не позволяет этого сделать. Но и ничего в этом страшного нет. Мы стрижем стрижку итальянка только в зоне D и в зоне E. Зеленое – это ухо, если что. Смотрите, как мне легко все это удается сделать. Только благодаря тому, что я не намочила волосы. Если волос намочить, эта же самая стрижка может затянуться в 2 раза длиннее, потому что влажные волосы расчесывать вверх
гораздо сложнее. Вот мы подстригли практически 70% стрижки. Далее я делаю овальную окантовку. Клиент дорожит длиной волос как сзади, так и у виска. Поэтому я окантовку просто дорабатываю, делаю ее более ровной. Подстригла сначала первый висок. Для меня это будет контрольная прядь для создания симметрии. Эту прядь я назвала цифрой 1. Ту же самую длину в этой же зоне на противоположной стороне я должна отметить на уровне первой контрольной длины. Таким образом создается симметрия. Далее на уровне второй длины я делаю окантовку в сторону первой. Половина окантовки у нас прострижена ранее, и мы соединяем вторую часть с первой. Далее мне надо соединить низ с верхом. Расчесываю волосы и нахожу две точки с зоны Б и зоны А. Методом поинтинг убираю верхушки этих треугольников. В этих зонах, как правило, будут треугольники. Отделяю широкие пряди, нахожу две точки, верх и низ. Это сделать очень легко. Они очень заметны. И методом поинтинг убираю волосы, которые находятся между двумя точками. Таким образом я соединяю верх и низ. Все достаточно просто, если есть две точки, которые надо соединить. Техника быстрых стрижек, она на этом и базируется. Работаем с центра вправо и с центра влево. Угол оттяжки прядей здесь не имеет никакого значения. Моя основная задача – увидеть короткие крайние пряди, верх и низ. Подстричь волосы, находящиеся между ними. Клиент очень хотел оставить длину, любит свои вьющиеся волосы.
Волосы с висков или височно-боковой зоны направляются в сторону зоны D и стригутся на уровне вертикального пробора. Вертикальный пробор – это центр зоны D. Так как до контрольной пряди на макушке они не достают. В таких случаях стрижем волосы на уровне ближайшей к контрольной зоне. Стрижем окантовку параллельно краевой линии роста волос. Пальцы строго вертикально. Вот таким образом. Челка была подстрижена до нас. Я соединила челку с линией окантовки у виска. Далее клиент спешил, попросил сделать быструю укладку и волосы подкрутить. Это делается двумя способами. Либо расческой бамбаш или двухсторонней расческой, которой я сейчас работаю. Либо расческой брашинг, которой я сейчас работаю. Примерно одна и та же система. Подстригла каскад итальянку, адаптированную под длину волос клиента. Надо понимать, что практически 95% стрижек в салонах красоты именно адаптированные. Базовые стрижки стригутся только на манекенах, а на живых людях обычно учитывается длина и тип волос клиента. Как эта стрижка выглядит без укладки. Вот, пожалуйста, друзья мои, стрижка итальянка, разновидность стрижек каскад. Ну вот видите, как все просто. Даже новичок справится с такой стрижкой. Кто лучше всех объясняет? Я лучше всех объясняю. А почему? А потому что я хочу, чтобы парикмахерское искусство стало более доступно. Там же все элементарно просто. И еще несколько секунд я у вас отниму. Дело в том, что мне приходит огромное количество вопросов. Конечно же, пишите как можно больше, задавайте свои вопросы, а дальше этих вопросов будет еще больше. И я решила упростить задачу всем, чтобы вы не ждали, когда же я там отвечу на тот или иной вопрос. Я раз в неделю буду делать видеоролик, в котором я буду делать ответы на вопросики. Поэтому в течение каждой недели пишите максимальное количество вопросов, которые вас интересуют, а я буду снимать на эти темы ролики, и такие ответы будут гораздо интереснее и полезнее. Потому что, знаете, вопросы бывают разные. Бывают такие вопросы, что вот в двух словах и не ответишь, а хочется ответить мне вам, подсказать, как это правильно сделать. Поэтому, друзья мои, смело заваливайте меня вопросами, не стесняйтесь, и я с удовольствием буду на них отвечать. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Эй, народ, не скупись, лайк поставь, подпишись, я тебя сейчас пляшу. Подпишись же, блин, прошу. Колокольчик тут же жми, делись со всеми, не томи. Хватит даме танцевать, пора идти видос снимать.